Девочки, здравствуйте! Прежде чем мы откроем карты, я хочу напомнить, мой канал для думающих и осознанных женщин. Мы здесь не судьбу предсказываем, мы ее строим. И ваш главный фундамент – это моя папка «Сама себе психолог». Если вы еще не смотрели эти ролики, начните прямо сегодня и в первую очередь. Там собран весь мой психологический опыт, который сделает вас неуязвимой для манипуляторов и хейтеров. Ссылка в первом комментарии. Переходите. А мы с вами начинаем расклад. Тема сегодняшнего расклада – это прямой эфир. Кто и что говорит о тебе в эту самую минуту. Расклад будет сделан по специальной схеме, состоящей из вопросов, которые будут озвучены сразу же после вашей сигнификации. В конце видео будет совет психолога. Надеюсь, будет интересно, полезно. Иногда ты можешь даже не подозревать, что ты становишься темой разговора в тот самый момент, когда спокойно можешь заниматься своими делами. Люди не всегда говорят о нас открыто. Чаще это происходит в каком-то фоновом режиме, в случайных диалогах, в переписках, в коротких комментариях между делом. И самое интересное, ты чувствуешь это не логикой, а телом. Внезапное напряжение, странная мысль, легкий внутренний отклик без видимой причины. Это совсем не мистика, а тонкая реакция психики на социальное поле вокруг тебя. Прямо сейчас кто-то произносит твое имя, обсуждает твои решения, оценивает твой образ или пытается интерпретировать как-то твои действия. Но вопрос не в том, говорят ли о тебе. Это происходит всегда. Вопрос в том, кто именно делает тебя темой разговора в эту минуту, с какой целью он это делает и какую роль ты играешь в его внутренней картине мира. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, скромная и со вкусом, звездочка. Ну, конечно, таких обсуждают. Конечно, такие вызывают и восхищение, может быть, зависть, и пересуды. Ух ты, еще и карта сила. Интересно. Какая девочка. Какая девочка. Ух ты. Это вы у меня нарцисс? Нарцисска. Или вы фиалка? Ну, давайте посмотрим, спросим. Это вы? Нарцисс у меня. Письмо. О чем это? Угу. Уточнила специально. Тут женщина, которая проходит процесс очищения после общения с каким-то нарциссом. Ну, скорее мужчина, да? Тут все-таки мужчина изображен. Женщина, которая рассчитывала на одни какие-то взаимоотношения, на формат этих взаимоотношений, опять-таки, ну, может быть, вот если сами влюбились, то, естественно, думали, и он точно так же думает, и будет проявляться соответствующе. Тут такой подарочек. Вы ждали одно, а из этого подарочка выпрыгнул злобный клоун. Это о том, что ситуация пошла вообще все наперекосяк, вообще не так, как вы это планировали, прогнозировали, к сожалению, да. И сейчас у вас процесс очищения, выздоровления. После таких каких-то взаимоотношений, после вот таких каких-то... Ну уж не знаю, любовных каких-то историй, может быть. Нарциссик какой-то встретился на вашем пути, самовлюбленный, себя в зеркало целует. Ладно, теперь о вас. Звездочка. Ну, я вам хочу сказать, с интеллектом у вас все в порядке. Более того, наличие талантов, способностей. Другое дело, развиваете вы их или нет в полной мере. А так Боженька вас наградил. Боженька, папа с мамой. Опять-таки у кого-то прям видение себя, ну, я не буду говорить прям публичная личность, там какая-то, вы, в принципе, можете быть действительно личностью известной в узких или в широких кругах. Опять-таки, тут... Я не договорила, сама себя перебила. Видите себя, может быть, свой путь. Знаете, вы не хотите прожить какую-то обычную серую среднестатистическую жизнь. Вы понимаете, какие-то плюсы в этом есть, да? Тут не зря зона комфорта вышла. Вы все это понимаете, что в том, что, может быть,
если не выходить из этой зоны комфорта, не преодолевать эту зону комфорта, это будет какое-то тихое болотце, там не будет особо вызовов, не будет потрясений, может быть, в таком каком-то расслабленном состоянии можно вот так прожить эту жизнь, я имею в виду, если самой себе не делать вызов, если самой себе не говорить, а я хочу большего, я хочу лучше узнать себя, я хочу раскрыть свой тот потенциал, который во мне есть. Мне об этом всем говорит вот те карты. Карта сила, карта айсберг, где и карта ограничения. Это о том, что вы понимаете, что вы лишь верхушечку как вот этого айсберга открыли в себе, а ощущаете в себе этот потенциал. И на самом деле он у вас есть, Женщина отчасти хотела бы, да, разбить вот эти вот ограничения. Тут, видите, роскошная роза, она мне уже второй или третий раз выходит на вашу сигнификацию. Роза красивая и сверху накрыта этим хрустальным куполом. Ограничения, айсберг, сила. Вы говорите о том, что я знаю, что если я разобью вот эти ограничения, моя жизнь 100% будет ярче, интереснее, наполненнее. Я уже как будто бы четко понимаю это, что это нужно сделать. Может быть, буду, да, не сразу весь купол разобью, а вот там чуть-чуть надобью, там чуть-чуть. Ну, вы поняли, да? Ну, как будто процесс уже запущен. При этом характеристика на вас, тут карта весы, такая своеобразная карта, смотрите, красивая девочка, и у нее тут весы такие условные, да, на одной половине сердца тут такой утрированный мозг, да. То есть это характеристика и на вас, женщина, которая сейчас уже опытная, осознанная, прекрасно понимает, что нельзя поддаваться исключительно одним эмоциям, да, и нырять может в омут каких-то страстей. По факту в моменте может быть это офигеть как бодрит, да. Может быть, это интересно, какой-то опыт, да, в прошлом вы получили этот опыт, но вот этот же опыт уже наработанный говорит о том, что, как правило, если исключительно вот идти за своими этими эмоциями и не включать разум, опять-таки не соблюдать вот эти вот какие-то правила, уважение к самой себе в первую очередь, то, как правило, ничем хорошим это не заканчивается. Можно потом пожалеть о том, что ты ж пошел исключительно на поводу этих своих эмоций. Ну, не включал ты мозг, да, он выключился полностью, вот как функция его выключилась. Тут женщина, которая понимает, должна быть гармония в идеале, да, я могу себе там позволить 100% чувствовать себя живой, наполненной, яркой, да, вот идти, может быть, во что-то новое, новые вызовы какие-то тут принимать, да, и сила у меня есть идти и творить, но при этом я мозг уже не выключаю совсем. Скорее всего, тут уже женщина обожглась и так вот, очень серьезно смотрит на все происходящее. Ну, не наивная тут девочка уже. Ну, такая мне ваша сигнификация сегодня. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим. Прямой эфир. Кто и что говорит о тебе в эту самую минутку. Первое. Кто вещает? Кто этот человек? Степень близости, там его роль в твоей жизни. Контекст разговора. О чем именно идет речь? Там, о твоих действиях, о твоем внешнем виде, о твоих каких-то решениях, поступках, да? Может быть, личная жизнь твоя, да? 1, 2, 3, 4, 5. Так. С каким эмоциональным зарядом это все обсуждается? Интерес, зависть, восхищение, раздражение. Одни и те же самые слова можно с разной интонацией, да, произносить, с разными эмоциями. От этого полностью контекст меняется. 1, 2, 3. Что-то я запуталась. 4, 5. Так. Какой там скрытый мотив, да?
что им движет, да? Зачем он поднимает эту тему, этот человек? Это желание с вами как-то сблизиться, самоутвердиться, получить информацию. О чем это? Может, он, да, так провокативно заговаривает на какие-то темы и надеется, что еще больше там кто-то подкинет информацию про вас, о вас. И последнее, как вам правильно реагировать на все это? Игнорировать это все? Как реагировать? Игнорировать или обозначить границы, или использовать свою пользу? Как-то всю эту информацию. 3, 4, 5. Все, начинаем. Первое у нас, девочки, кто же этот человек, который говорит о тебе в эту самую минуту? Кто этот человек? Ласки, возможности, род, границы, соблазн. Интересно. Для начала давайте поймем, это мужчина или женщина. Или же женщина. Давайте посмотрим, кто это. У меня прям выскакивает он. Выскакивает король мечей. Ну, даже не знаю. Он выскочил, ну, давайте, ладно. У кого-то это мужчина, хорошо. Потому что когда там я вытащила женщину, мне там кучу написали. Это же мужчина. Просто вы не можете читать карты. Ну, хорошо. Это мужчина или женщина? А вышла у меня королева мечей. Но, девочки, давайте так. Давайте, чтобы быть честными, скорее всего, это мужчина, правда. Почему я говорю так? Потому что тут вышла его половинка, королева мечей. Скорее всего, это говорит о вас сейчас мужчина. При этом у этого мужчины разбито сердце, и тут треугольники у кого-то могут присутствовать, да, то есть вы не свободны, он не свободен, может быть, у кого-то как вариант. Но вообще это разбитые мечты, иллюзия ожидания. При этом девятка мечей, состояние такое какое-то, ну, не говорю там упадническое совсем, но видите, тут склоненная тут фигурка женская, и над ней эти черные вороны кружат, и как будто бы от надежды тут одна белая птичка осталась, как будто такая слабая надежда на то, что в его именно, может быть, ну, личная жизнь, да, с каким-то партнером что-то может измениться. Скорее всего, женщина, с которой у него тут то ли разошлись его пути, то ли, ну, или любовная история не проигралась. Скорее всего, это вы сейчас вот так с этим человеком, ну, холодно по отношению к нему. То ли себя так ведете, да, транслируете, вот так он вас воспринимает. То ли тут женщина резко, опять-таки, благодаря учителям, да, повзрослела, помудрела, не зря она тут уже с мечом эти рамки границы научилась отстаивать свои. Ну, тут что-то такое мне, вот какая-то такая ваша позиция, скорее всего, по отношению к этому человеку. Вы уже на чеку, на поготове, вы не хотите больше какую-то не очень приятную историю для себя попадать, и боль, вы не хотите, чтобы вам причиняли. Вот тут такое. То, скорее всего, и вы эту боль уже испытали, прошли. Ну и женщина с мечом, еще раз делаю акцент уже, то есть она умеет за себя постоять. Это уже не архетип там какой-то легкой жертвы. Хорошо, давайте так. У мужчины сейчас могут быть проблемы, там мы увидели в личной жизни, да, разбитое сердце, мечты, ожидания, но у него также параллельно могут быть и проблемы карта род. С близкими, прям родными, у кого-то это с ребеночком, взаимоотношения, вот тут что-то такое у него сейчас. Этот мужчина, почему я это говорю? Потому что тут карта, видите, на волоске, карта возможностей, у него было много этих возможностей, то ли отношения восстановить, наладить, у кого-то улучшить эти были возможности, но при этом такое ощущение, как будто бы то ли мужчина этими возможностями не пользовался, ну, для того, чтобы эти взаимоотношения как-то действительно наладить, то ли не до того, то ли у него в приоритете было что-то другое. У кого что. При этом вот тут карта рамки границы. Такого вот мужчину, вряд ли ты его и до конца и приручишь. У меня такое идет вот
ощущение. Если он сам этого не захочет, он может быть типа а-ля и в семье, но при этом это, знаете, как кот, который гуляет сам по себе отчасти. Тут карта соблазна и такие своеобразные, да. Тут девушки рыженькая, черненькая, ангелочки, да. Это можно, конечно, прочесть, так что мужчина, ну, живет своей жизнью, да. Он может быть, повторюсь, в статусе несвободного, но при этом именно те возможности по улучшению взаимоотношений в семье он не берет, не брал. Может, считал, и так все пойдет, или обязаны его таким любить, терпеть. Как будто вот на волоске уже держится его, вот чуть ли не последняя возможность, в общем, может наладить отношения в семье. Вот как-то так даже. Опять-таки, соблазны, не буду говорить, что тут гуляка, соблазны это разного рода могут быть. Это тут даже скорее можно прочесть. В принципе, человек живет своей жизнью. В первую очередь свои потребности закрывает, а уже там вторично там акцент на семью, там какие-то там еще у кого потребности. Ну, как-то так. Ну тут он, скорее всего, в прошлом не отказывал себе ни в чем. Вот. Если он считал, что ему это нужно, если он считал, что он может это себе позволить, то он это себе позволял. Ну, так не идет. Скорее рамки, границы четко он так, знаете, на вытянутую ручку, может, даже близких своих так держал и давал понять, то, что вы для меня там близкие, типа а-ля родные люди, это не дает вам права чуть ли не в мою частную жизнь пытаться влезть. Вот такой у меня человек вышел. Подождите, нужно же посмотреть, кто это человек в вашей жизни, да? Его роль в вашей жизни. Ой. Роль в вашей жизни этого мужчины. Что княгиня, что солнце, то он. Ну вот, смотрите, сразу говорю, в вашей жизни его роль. Этот мужчина мог на время погрузить вас в иллюзии. Иллюзии по поводу чего? По поводу того, что карта Медведь, этот мужчина будет вкладываться в взаимоотношения, простраивать их, нести ответственность за эти взаимоотношения. Будет вот исключительно так серьезно с мужской позиции, вот действительно там, заботиться о вас, показывать вам делами, что он дорожит вами, вашими взаимоотношениями. Но этого не случилось. Разбитое сердце. Но опять-таки вышло у меня разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии ожидания. А иллюзии у вас тут были. Он сам осознанно вас погружал в эти иллюзии. Может, по поводу того, что возможно все. При этом, кто этот человек и роль в вашей жизни? Рядом с ним вы себя чувствовали по карте княгиня, карта солнца, да? Какой-то период тут прям вы чувствовали себя самой, прям не знаю, ну, лучшей, вы так лучшей, но тут вот как будто бы он, может быть, сделал, не знаю, какой-то такой нюанс, вот как будто рядом с ним вы чувствовали себя прям живой, наполненной, счастливой. Вам хотелось тут раскрыть свой потенциал, захотелось, может быть, стать лучшей версией самой себя, но при этом сразу же идут карты, говорящие о том, что это, может быть, длилось или недолго, или тут сразу карта подчинения. С одной стороны, можно прочесть, вам хотелось его, может быть, переделать под себя, в том плане захотелось с ним какие-то форматы, которые вы видели, но, скорее всего, тут такая история, что мужчина сам захотел переписать все, вас подчинить даже. Ну, давайте я спрошу, это он вас хотел подчинить? Две карты. Тут у вас как будто бы борьба шла. Вы хотели вот, может, одного, он хотел другого. При этом, вот, повторюсь, как укрощение строптивого. И опять выходит карта воровство и борьба. Наряду с этим, может быть, там еще и ревность какая-то была. Может быть, мужчина осознанно вызывал у вас ревность, дабы, ну, вы... знаете, так, рычаги управления, да, дабы вы тут не расслаблялись и не думали, что все будет по-вашему, да, вот у него есть выбор, может, другая женщина или другие женщины, тут тоже такие могли включаться какие-то истории.
Ну, получается, он вообще не дал вам того, о чем вы мечтали. И, может быть, того, о чем он сам как-то... Тут мог даже вот так вот, не знаю, ну, обещать, не, может, не обещал, но он осознанно, человек вас в эти иллюзии погружал. Манипуляции какие-то тут были. Ну, так вот, вот такой этот человечек. И вот кто и что говорит о тебе в эту самую минуту. Он о вас говорит. Что именно он говорит, да, о чем именно идет речь? Так, радость, страх, примирение, печаль. Это он говорит о вас, что у вас эти страхи. Нет. Вот я уточняю, тут карта такие интересные. Карта спокойствия. Женщина сидит в позе лотос. Карта радость. Радуется жизни. Смотрите, жизнь у нее тут вся в цветах. Яркая, счастливая, искренняя, наполненная. Первая карта спокойствия — это о том, что действительно ваши какие-то, может быть, там, метания души, да, боль какая-то, ваше сердце. Вот мне такое, как будто считывается, чтобы у вас это все прошло или проходит. Вы выбрали правильный путь, вы выбрали себя, вы выбрали вместо, может, каких-то токсичных взаимоотношений, может быть, даже здоровое, спокойное, эгоистичное одиночество. У кого-то да, даже так. Но тут больше о состоянии души, о том, что вы успокоились. И тут рядом карта страх, я специально же уточнила, это по поводу вас? Нет, по поводу вас мудрость. Вы, может быть, совладали с этими какими-то страхами. И тут примирение и печаль. Скорее всего, человек говорит о вас, о ваших действиях, может быть, да, о личной жизни. Если вы, ну, у кого-то, да, такой вариант там, если вы не свободны, он не свободен, то он может говорить о том, что вы тут прошли какие-то эмоциональные качели, испытания, и тут или вы с кем-то примирились, допустим, да, он так это может рассказывать там, или со своим каким-то партнером, да, может, на время расставались, сошлись, с мужем. Тут будто бы женщина, ну вот опять у меня выходит эта карта медведь. Тут 100%, опять такой подтекст, он это даже озвучивает, что вам нужен серьезный партнер, вам нужен мужчина, который по карте медведь будет заботиться, вкладываться. Не просто так вот должен какой-то там, уж не знаю, как говорят, серое пятно лежать на диване, да, и пить пиво. Нет, упаси Господи, вам такое не нужно. Вам нужен мужчина, который будет действительно вас ценить, уважать. Мужчина, в котором вы уверены, мужчина, который в первую очередь сам понимает, что да, мне нужна эта женщина, я хочу быть с этой женщиной, тут 100%. Ну и тут, скорее всего, так, сейчас печали-то, вы в печали. Да нифига вы не в печали. Тут, скорее всего, разговор идет какой-то, знаете, я вот лишний раз спрашиваю, у вас страхи какие-то? Нет. Вы мудрая, осознанная женщина? Нет. По поводу примирения, тут тоже, если у кого-то, я повторюсь, были непростые взаимоотношения, там он думает там, с противоположным полом, то вы как считали, что вы заслуживаете самого лучшего и отношения какое-то действительно, я не говорю, что как богини, как царица, но почему и нет? Ну, не готовы вы идти на какие-то там компромиссы и быть половой тряпкой, там, быть девочкой для битья, там, или закрывать глаза на что-то. Вот как он у вас такой, вот изначально, может быть, у вас даже какие-то были трения. Может, он пытался вас подмять, пытался по-своему как-то выстроить взаимоотношения. Но тут уважение к самой себе. Вот у вас как это было, то оно у вас еще возросло больше. И карта печаль, это не вы в печали, 100%. Вы тут радости, он так говорит о том, что у вас все хорошо. По карте княгиня, прекрасная, замечательная, самодостаточная. Тут скорее из той серии пусть плачут те, кому мы не достались, да. Дальше не буду продолжать. Тут он обсуждает, в принципе, ваше какое-то состояние эмоциональное, то, как вы идете сейчас по жизни,
какие у вас тут может быть даже запросы, и готовы ли вы на какие-то компромиссы. Тут, может, он даже так как-то это обсуждает, но при этом тут же 100% идет понимание того, что да нифига. Тут как будто бы точно женщина не готова ни на 1 грамм тут сдавать ни свои позиции, ни свои какие-то взгляды менять особо. Это и имею в виду именно по поводу взаимоотношений вот с мужчиной. Ну, планочку понижать вы точно не готовы и не хотите, и смысла в этом нет. То есть получается, как будто бы может он даже говорить о вас, и при этом у него даже какая-то как печаль по поводу того, что, скорее всего, примирение между вами какое-то, оно не совсем, да, ну не совсем оно может произойти. Вы по карте лестницы идете вверх. У вас свой путь, своя дорога. Так, сколько это у вас? У него сколько? А у него в голове ведьма. По поводу вас. Он все-таки, знаете, вы для него непрочитанная книга, и многое непонятно ему до сих пор. Может быть, даже какая-то ваша манкость, притяжение, может быть, загадочность какая-то, нестандартная женщина. Да, замок, закрытая. Вот закрытая книга, непрочитанная книга для меня. Она таки остается. Но все-таки там были карты, говорящие о том, что где-то у него надежда есть, что еще какие-то как остатки какой-то любви, именно эмоций, они теплятся в вас. Вы можете по нему скучать, но при этом вы 100% не будете соглашаться ни на какие форматы, которые вас не устраивают. Там были карты, которые говорят о том, что да, может быть, она еще какие-то у нее эмоции ко мне есть. Она скучает по мне. Ну, это скорее его надежда. Это может кто-то говорить, да? Тональность, да, с каким эмоциональным зарядом это все он обсуждает. Интерес, зависть, восхищение, раздражение. Карта крысы, иллюзии, противоядие, победа, белая ворона. Ну, тут такое, знаете, как вам сказать. Он и хотел бы это с ехидством каким-то, даже хотел бы, да, это обсуждать. Может быть, даже раньше он больше это все как-то говорил о вас с таким подтекстом, да, ну, типа, или запросы большие, или, ну, не сошлись характером, ну, пусть поищет кого-то другого, да. А вот по этим картам мне идет, что он это, ему даже отчасти больно от того, что какие-то его, может быть, я не говорю, что он тут вам желал плохого. Нет, упаси Господи. Но все-таки надеялся, что вам без него будет плохо, этот человек. Он надеялся, что вы как-то по-другому на эту ситуацию посмотрите. Ну и, соответственно, тут он будет красавчиком, да, каким-то в ваших глазах, может, да, постфактум. А тут наоборот, он как будто столкнулся с тем, что он уже особо не может на вас вот эти розовые очки одеть. Видите, тут карта иллюзия. На девочку одеваются розовые очки, ей все кажется в таком свете каком-то, в котором выгодно ему. А он осознанно по карте крысы, тут подлость, предательство, манипуляция. Этот человек осознанно вам картинку какую-то вот создавал в какой-то момент. И тут у него теперь, знаете, как отчасти он руки разводит от противоядия. Женщины хватило ума, силы духа, собрать себя по кусочкам. Всего хватило. Вот внутри вот этот флакончика это вот это противоядие. То есть вы смогли стать сильнее, пойти дальше. Вы победу. Одержали победу, да? В первую очередь, девочки, я думаю, вам стоит уважать саму себя. Тут, наверное, у вас уже опора на саму себя, даже отчасти благодаря тому, что вы это прошли все. То есть это все с каким-то таким очень подавленным восхищением даже идет, и раздражение тут 100%. И все равно примесь того, что я ее не до конца не понимаю. Вот опять белая ворона, вот она не стандартная, она не такая, как все. И ситуация какая-то не совсем стандартная. Вот не пойму я ее до конца. Вот такое идет.
Так, смотрим. Скрытый мотив, да? Что им движет, когда он говорит о тебе? Это желание сблизиться, самоутвердиться, получить информацию. О чем это? Ага. Знаете, тут желание сразу первое, карта шут-дурак, это как будто бы все в таком преподнести ключе легко, какой-то такой легкий разговор, ни о чем. Как будто бы специально идет как вот ширма какая-то для того, чтобы скрыть глубину. Может быть, даже в разговорах это там шуточные какие-то форматы, да, там разговора с кем-то. Может быть, там подвыпили, там что-то такое. И тут, между прочим, о вас тут какое-то. На самом деле, это вся вот какая-то шутовская вот такая бутафория, вот это все. Это его осознанная позиция для того, чтобы скрыть, насколько для него важно о вас, может быть, узнать то, что в тени, то, что до конца вот там его не отпускает, держит его. При этом карта карма. Это очень важный вы человек для него. Человек, который поменял его видение, может быть, жизни, видение взаимоотношений между женщиной и мужчиной. Может быть, даже на самого себя он по-другому посмотрел. Я не удивлюсь, потому что тут карта тень. Видите, тут девочка, она очерчивает эту тень, она подсвечивает то, что, может, в ней еще не проявленное. То, что до конца она сама не осознала. Это как будто бы вы в нем это подсвечиваете. Может, не самое лучшее вы подсветили, да? Но зачем он это все делает? Ему очень важно докопаться, узнать, что в вашей жизни происходит и кем вы для него на самом деле являетесь. Опять-таки, звезда и тут ограничение, это, скорее всего, между вами расстояние. Если это даже не сколько расстояние километра, это ментальное охлаждение он чувствует. Он чувствует то, что вы сейчас от него закрыты вот этим хрустальным куполом, или, может, вы там опять-таки не свободны, он не свободен. Но тут даже дело не в этом. Он, может быть, даже пытается понять, зачем вы вообще в этой жизни встретились, для чего эта встреча нужна была вам, ему. Тут серьезное очень. Но при этом это все за такой вот какой-то маской шутовства, за маской такого разговоров ни о чем, да, веселых там, а ты знаешь, там вот, там кто-то ее видел, там, а у нее там что-то такое вот. При этом он тут будет впитывать как губка всю информацию о вас. На самом деле ему хочется разобраться, оно не дает ему покоя, вот это какая-то информация о вас. Даже не то, что информация, вообще ваше появление в его жизни, оно тут многих перевернуло его жизнь. Не буду говорить лучшую, худшую сторону. Даже не в этом дело. Тут кармические партнеры, люди, которые приходят в жизнь друг друга, и их жизнь после этой встречи, она меняется кардинально. Не факт, вы там будете вместе, вообще не факт. Скорее всего, каждый из вас свою там какую-то миссию выполняет. Там и люди, каждый идет своей дорогой. Тут у многих даже так. А ему вот интересно понять, что, для чего, почему. Для чего мне дадена эта гадина, да? Я шучу, но вы поняли. Так, следующее смотрим. Как правильно вам реагировать вот на эту информацию, да? Ух ты! Вам предлагают не сбегать от этой информации, да, а карта принятия, ну, осознать это все, также для себя, может быть, лишний раз подумать, а почему этот человек, да, действительно пришел в мою жизнь, для чего, и что уже произошло во мне, какие изменения благодаря, может быть, тому, что вот с ним такая история проигралась. Кем он для меня является, да, тут может быть даже четко взвесить, да, там может быть у кого-то боль, предательство, там какие-то разочарования были, но наряду с этим может быть выход из зоны комфорта, вы, может быть, для себя преодолели вот эти горы, какие-то препятствия, у вас появились
у кого-то энергия, запал, даже на разных эмоциях. Может быть, на первых порах там это влюбленность, эйфория какая-то была, и желание действительно вот стать, как я говорю, лучшей версией самой себя. У вас крылья за спиной были, да, вы творили, вам что-то захотелось. Потом, может быть, наоборот, у кого-то тут эмоции же разные показаны, карта эмоций, гамма эмоций. У кого-то потом, после каких-то болезненных разочарований во взаимоотношениях с этим человеком, может быть, ожидания какие-то были одни, а получилось совсем по-другому. Тут могли быть у кого-то и ярости, и злости, и что хочешь. И тут вам предлагают просто для себя осознать, что эти эмоции, это огромнейший, действительно ядерный такой заряд, и вы можете благодаря этим эмоциям их правильно, корректно, экологично направить в нужное русло, и действительно вы преодолеете любые тут горы, препятствия, и эти преграды, которые есть. Но это во благо это все направить, во благо себе, для созидания, не для того, чтобы там стенать и плакать, и говорить, никогда больше в жизни не подпущу одного мужчину. Нет, по-другому вам предлагают на эту всю ситуацию посмотреть, пользу из этого извлечь для себя. Как-то так. У меня такой расклад сегодня. Вы как будто должны сами уже даже посмотреть на эту всю ситуацию, знаете, вот глазами не той девочки, которой вы были раньше, а вот сейчас уже умудренной женщины, и для себя понять, для чего вам это действительно нужно было. Ну, не просто для того, чтобы сердечко у вас было разбито. Нет, тут очень много других каких-то есть нюансов. Может быть, по-другому вы бы, может, не вышли из этой какой-то там зоны комфорта, из болотца какого-то. По-другому у вас бы, жизнь бы по-другому бы у вас складывалась, да. И с точки зрения психологии, обсуждение других людей – это способ переработки собственных эмоций, сравнения, самоопределения. И когда человек говорит о тебе, он на самом деле говорит о себе, о своих ценностях, о страхах и какой-то, не знаю, может быть, об внутренней устойчивости, да, об этом уровне внутренней устойчивости. И при этом содержание разговора часто менее важно, чем его функция. Через тебя человек либо повышает свою значимость, либо пытается снизить внутреннее напряжение. Но тут все закамуфлировано, он хочет про вас больше узнать, 100%. Тут не получается у него поднять свою значимость. Наоборот, тут он потерпел фиаско. Наоборот, для него вы это самая белая ворона, для него вы загадочная личность, во многом так и остаетесь такой. Важно понимать, что чужие разговоры, они редко оказывают прямое влияние, если ты не включаешься в них эмоционально. Ключевая задача не контролировать то, что о тебе говорят, а сохранять вот эту устойчивость к внешним интерпретациям и не позволять им формировать твое восприятие себя. То есть вы знаете себе цену, вы знаете, какая вы, что для вас в приоритете, кто для вас ценен, кого вы любите, уважаете. И никакие разговоры вообще абсолютно не имеют в данном случае никакого отношения к вашей этой ценности, к вашему, наверное, восприятию мира. Вам предлагают и дальше не позволять формировать, да, это восприятие мира и восприятие самой себя. Все, мой хороший. Спасибо за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.